Всем здравствуйте на моем канале Северный Оракул. И сегодня я решила сделать расклад, который делали наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки, прапрапрапрапра. Я долго думала, на какой колоде сделать этот расклад, и все-таки остановилась на колоде Ленорман. Я думаю, зря. Надо было все-таки взять классическое Таро, но почему-то мне вот так вот захотелось. И расклад назывался тогда, наши прапрабабушки называли его так. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. В сущности, это о том, что нас ждет в ближайшее время. И у меня будет 3 варианта, как обычно. И мы посмотрим, что Ленорман покажет. Знаете, я всегда вот с колодой Ленорман, вот с классическим Таро, там все как-то, все как-то проще, но для меня во всяком случае. А вот с Ленорман бывает очень много сюрпризов. Может быть, по этой причине я все-таки эту колоду взяла. И если вы уже загадали каждый свой вариант, тогда мы можем начинать. Итак, стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Стучит, гремит, на порог ступает, как-то не помещаюсь я, дверь открывает. Это для первого варианта. Что я сразу хочу сказать? Здесь фигурирует такая карта, которую мы называем бывшей. Шестерка туч. Это во-первых. Во-вторых, фигурирует карта еще одного короля. Чарового короля. Вот где домик нарисован. Это чаровый король. И у тех, кто загадал первый вариант, пойдем по порядку. Что стучит? Парусник. Либо вы сами уже хотите, либо вот такая ситуация созрела, что вы понимаете, что дальше жить так просто невозможно. Парусник – это желание перемен. Причем перемен не просто каких-то таких временных, а тех, которые приведут которые будут надолго. Может, кто-то разводится и находит нового партнера и с ним хочет прожить всю свою жизнь дальнейшую. Но прутья говорят о том, что первое, вы чрезмерно рефлексируете, нервничаете по этому поводу, вам очень хочется вот этих перемен. Либо в связи с тем, что вы выходите из, скажем, из семьи, из рабочего коллектива или еще откуда-то, и это может повлечь за собой какие-то конфликты. То есть будьте к тому, что на пути к переменам, к вашим, у вас возникнет конфликтная или нервозная ситуация. Гремит. Здесь, да, здесь вы попадаете в такую ситуацию развилки, раздорожья, когда вот как в сказке мы подходим к камню, и там написано: налево пойдешь, направо пойдешь. Это говорит о том, что несмотря на то, что вы жаждете и понимаете, что уже что-то нужно менять, вам придется делать выбор. То есть сохранить и то, и это у вас не получится, а нужно будет сделать выбор.
Это во-первых. Во-вторых, здесь у первого варианта будет такая ситуация, связана с именно работой или карьерой, для осуществления которой вам потребуются определенные новые знания. Будьте готовы к тому, что если вы собираетесь начать, может быть, свой бизнес, может быть, делать карьеру и перейти на новый уровень, вам придется дополнительно какие-то знания получать, что-то, чему-то обучаться. Вот, если это касается личной жизни, то вы находитесь в такой ситуации, когда вам хочется вот то, что мы называем заикариться, чтобы это было надежно, чтобы я знала, что это надолго, это не временно, это не просто так. И развилка в этом случае имеет такой смысл, что вам все-таки нужно будет сделать окончательный выбор. Возможно, у вас не один партнер, и с кем из них вы сможете заикариться, вот надолго создать отношения, это уже зависит только от вас, не от обстоятельств, а от вас, какой выбор вы сделаете. Но у вас получается таким образом, что книга «Карта сакральная», и она обозначает еще и тайну. Поэтому вам трудно будет сделать вот этот вот, где-то заземлиться, опустить вот этот якорь, потому что вы до конца не понимаете ситуацию, в которой вы оказались. Вам дополнительно нужна какая-то информация, какие-то знания вот о человеке или о профессии, смотря о чем тут будет идти речь. На порог вступает. Значит, у очень многих первого варианта вас ждет, если не брак, то отношения очень тесные, когда вы даже с человеком можете съехаться в одну квартиру или в один дом. И меня смущает только одна вещь, вот Луна. Это дает такой оттенок, как будто вы не понимаете, а как вообще можно это сделать. И скорее всего, быстрее всего, башня говорит о том, что этот человек одинок, холост или свободен. Это о партнере. А о вас эта карта говорит, что вы снежная королева, что к вам трудно поступиться. И вот то, что вы сможете с человеком объединиться и жить вместе, имеет некие сложности, потому что вы такая вещь в себе, очень такая индивидуальная, очень такая неприступная, ну, снежная королева. Но тем не менее, этот мужчина, он от вас не отступается. Вот, может быть, его как раз это и вот ваш такой образ, может, его именно и зацепил. Такой образ может зацепить, что вот такая вот женщина, вот она абсолютно самостоятельная, она самодостаточная, она за мной не бегает, она не прилипала какая-то. Вот это могло зацепить. И последнее у первого варианта. Совы. Они всегда говорят, в основном, первое их значение – это парочка. Они всегда рождаются парочкой. Это дает такую надежду, что все-таки вот этому мужчине как-то удастся вас втащить в отношения такие близкие. И вот послушайте очень внимательно, девочки, у кого есть такая ситуация. Шестерка, карта тучи, она носит характер, вернее, мы ее называем бывший. Если у кого-то из вас
до сих пор вот так торчит в мозгу, в душе, в сердце кто-то из бывших, то рядом лежит карта гроб. Вот с этим делом надо завязывать. Все, вот это нужно похоронить. И тогда вы входите в совершенно новое партнерство. Как вы это будете делать? Усилием воли или вы будете опираться на здравый смысл. Но тем не менее вам нужно завязать не только с бывшим, а карта тучи еще показывает такую характеристику вашего вот существа, вашей натуры, что у вас слишком... Вы заложник своих эмоций. Так это обычно бывает у очень творческих людей. То есть смена настроения, вы человек настроения. И этот круг тоже показывает, что вот если вы хотите, чтобы у вас были прочные отношения, чтобы у вас был человек рядом, на которого можно положиться, муж, гражданский, законы, там еще какой-то, то вот с вот этим своим качеством вам нужно что-то делать. Потому что из-за вот этой дерготни, вот вы сами дергаетесь, и человек это чувствует, и он тоже дергается. Поэтому либо этот момент можно пропустить, то есть человек просто не выдержит вот такого вот накала страстей. Причем это не страсти. Накал страстей любой мужчина любит. А именно перепады вашего настроения. Иногда даже на пустом месте. Но я повторяю, это бывает у творческих людей. И тогда у вас получается то, что вот дверь открывает, это совы. Это карта, которая говорит о партнерстве, о паре, о тех людях, которые находятся вместе постоянно. Вот такой был первый вариант. Сейчас перейдем ко второму. Посмотрим, чего там гремит у второго варианта. Все-таки, конечно, Таро было бы для этого расклада лучше. Но мне захотелось взять Ленорман по той причине, что это те самые карты, вот они. Наши бабушки, прабабушки. Я когда начинала 35 лет назад работать, мы работали вот с такой колодой. Ее все знают как игральную. У нас Таро не было, у нас не было Ленорман, у нас не было Монара, у нас ничего не было. Мы работали вот с такой колодой. И Ленормановская колода – это та же самая цыганская колода, но с нанесенными на нее символами именно этой гадалки. Мадемуазель Ленорман – это гадалка всех времен и народов. Ни до нее, ни после нее такой гадалки больше никогда не будет. Это гадалка Наполеона. Это уникальная личность. Будет, если время, я как-нибудь расскажу вообще, что это за... Это какое-то явление было. Это даже не столько человек, сколько явление. Итак, второй вариант. Стучит. Ух ты. Гремит. Какие тут страсти. На порог ступает. Дверь открывает. У второго варианта непосредственно вышли вы сами. Ваша бланка, барыня. И в этом случае весь контекст расклада говорит о том, что очень многое, ну, скорее всего, практически все зависит именно от вас.
от того, как вы будете себя вести, от того, как вы будете реагировать и все прочее, прочее. Я не знаю, у меня получается два варианта, буду говорить оба. Во-первых, карта Бланки лежит рядом с сердцем и с клевером. Это уже сердце, это про любовь. Эта женщина либо хочет влюбиться, либо у нее уже есть человек, с которым существует вот эта влюбленность, вот эта романтика. Причем клевер у кельтов показывал исполнение желания. И я склонна думать, что человек, который появился рядом вот с вами, с барыней, он полностью соответствует вашему представлению о том, каким должен быть ваш возлюбленный. Мало того, здесь еще колода выдала карту крест. И карта крест – это в колоде есть две кармические карты – ключ и крест. Вот крест вышел в этом раскладе. Поэтому то, что сейчас в вашей жизни происходит, оно кармично, оно судьбоносно. Это во-первых. Во-вторых, то, что вы вот сейчас, карта букета плюс сада, она показывает, что у вас сейчас, все-таки стучит, гремит, это то, что надвигается. Это, может, еще не происходит, но это вот-вот начнет происходить. То есть вы будете по букету, это для женщин такая карта, вот просто цветет и пахнет. То есть всегда говорят, ты что-то хорошо выглядишь, ты что, любовника завела? Вот эта карта про это. Это во-первых. Во-вторых, женщина может под этой картой полностью сменить свой имидж. У меня из практики по карте букет многие шли на пластические операции. По омоложению, уколы красоты и все прочее. То есть здесь говорит о том, что женщина настолько вдохновлена, что ей хочется и выглядеть лучше, и чувствовать себя моложе, и смотря сколько лет тому, кто смотрит такой расклад. И еще здесь все-таки карта сад связана с интернетом. Возможно, это какие-то пока по интернету знакомства. Это первое. И второе, карта сад обозначает курорты. Возможно, второй вариант – это та женщина, которая находится сейчас на отдыхе и, возможно, со своим возлюбленным. Либо если она одна, то она оттуда шлет ему свои фото в самом лучшем виде. На порог вступает. Значит, девочки, кто из вас? Я подозреваю, что большинство здесь очень ревнивые. Карта коса показывает очень ревнивую женщину, такую собственницу. При этом карта лилии говорит, что эта женщина просто идеально сексуальная. Вот она как сексуальный магнит. От нее оторваться невозможно. И поэтому вам ревновать вообще не имеет смысла. Потому что у вас здесь все, вы настолько хороши собой, настолько востребованы как женщина, даже не сомневайтесь. И единственное, что коса может показать, знаете, такую женщину и женщину, которая попала в ситуацию, где существует острота момента. Может быть, там такая ситуация, что у вас есть мужчина, а он еще женат, да, и это вас травмирует постоянно. Но вы даже не беспокойтесь, потому что последняя карта, кольцо и совы, у вас будет союз, обязательно будет союз. Но вот вы знаете, по раскладу это очень, не то что строптивая, такая женщина горячная, такая вот с ноги входит в дверь,
бросает трубку, все, всем нервы по нервам проиграет, потому что карта крысы рядом с кольцом говорит, что здесь будут еще такие перипетии, такие разговоры и разборки в отношении союза. У большинства второго варианта мужчина, который не совсем свободен. И поэтому две травмирующие карты присутствуют. Но перспектива к тому, чтобы этого мужчину получить к себе в партнеры, очень-очень велика. Это второй вариант был. Такой страстный, горячий. Здесь все наполнено такой динамикой было. Просто таки, если ничего не испортить, а следовать здравому смыслу, то этот роман, который ворвется в жизнь или уже ворвался, у него будет продолжение. И не только продолжение, у него будет такое правильное окончание. Люди сойдутся, они будут вместе. Так, третий вариант. Ой. Третий вариант. Стучит. Ах. Гремит. На порог ступает. Дверь открывает. Ой, ну тут сразу, вот я еще не начинала расшифровывать все это по очереди, но здесь барыня и кавалер одновременно присутствуют. Тут уже 100%. Вот ждите своего партнера и сердце, и букет. Это будет такой шикарный роман. Ну, просто бесподобно. Значит, у третьего варианта давайте начинать сначала. Рыбы. Рыбы – сигнификатор денег. И здесь двоякая ситуация. Во-первых, кто-то из вас уже подумал, что все, я понесла ущерб, и я эти деньги уже не верну. Либо они где-то застряли, либо вы дали в долг и не рассчитываете их получить. Вы не переживайте, потому что эти деньги к вам вернутся. Здесь карта ключ, она показывает, решение проблемы финансовой будет. Тут вообще третий расклад очень кармичный, потому что две кармические карты – это ключ и это крест. У вас сейчас очень в жизни происходит, ну, вот такой судьбоносный период. Опять-таки у меня появляется карта, которую я не очень люблю, но у нее есть два смысла. Я сейчас из двойной колоды Ленорман, есть двойная колода. Я посмотрю, что обозначает коса, потому что коса может обозначать острую ситуацию, либо убыток, либо сбор урожая, то есть наоборот получение чего-то. Потому что я вот как-то здесь убытка-то не вижу. Что это будет? Какое-то время. Все понятно. Да. Здесь не сбор урожая. У вас будет такой период, и он будет связан именно с вашим партнером или мужчиной. У тех, у кого есть одновременно и муж, и любовник, здесь карта показывает, что будет очень серьезный
конфликт. Потому что крысы, которые грызут, медведь агрессивный, и гора, она ставит препятствия. Возможно, вас один человек не будет отпускать, не захочет вас отпускать. Он будет вам устраивать там и сцены, и чем-то угрожать, и чем-то шантажировать. Все для того, чтобы вас удержать. Потому что третий вариант здесь какой-то такой очень кармический. Третий вариант вошел вот в такую ситуацию. Идем дальше. О барыне, которая у нас из третьего варианта. У нее есть партнер. Но на данный момент почему-то они стоят друг к другу спиной. Возможно, это какая-то остановка в отношениях. Возможно, это какая-то легкая ссора. Я говорю, почему легкая, почему это все? Потому что соседние карты показывают, что тут и любовь есть, и восхищение, и этот барин, он рядом с картой собака, а собака обозначает верность, преданность, защиту. Вот такой появился в вашей жизни третий вариант мужчина, вот просто по клеверу. Это вот клеверу кельтов, это как у нас в России сирень с 5 листочками. Мы ее находим и съедаем, чтобы исполнилось желание. Так что вот у третьего варианта появится такой мужчина, вот прям загаданный, вот такой, какого бы я хотела иметь. Но у меня впечатление, что здесь кто-то не свободен. Потому что вот эта острота ситуации, где будут разборки, будет блок, затяжная какая-то такая медведь агрессивный, а медведь это всегда это мужчина, кто-то будет агрессивен. В самом легком варианте это может быть описание поведения барина, которому надоест, что вы тянете, не принимаете решения, как-то не идете на контакт, и поэтому он будет вот в таком состоянии немного агрессивном и будет с вами спорить. И будет говорить, что если ты вот как-то ничего не делаешь для того, чтобы вот мы бы там были вместе или еще что-то, то есть ты ставишь постоянно какие-то преграды придуманные, тогда как мы вот встретились, и это не просто так. Вот третий вариант, тут очень много романтизма, очень много, очень, это любовь, букет показывает конфетно-букетный период какой-то, здесь такое впечатление, что люди еще, они не сошлись, они не живут вместе, здесь все в самом начале, так что третий вариант, ждите, у вас стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, у вас стоит мужчина. То есть вот в третьем варианте четко прослеживается, что вам следует ожидать мужчину. Вот такой был бабушкин, прабабушкин расклад на картах Ленорман, который я решила сделать. Пишите, какие бы вы хотели, чтобы я раскрыла темы с помощью карты. Буду очень рада, потому что я работаю под заказ. Мне самой очень интересно. Бывают иногда такие каверзные вопросы, от которых я сама голову ломаю. Но, тем не менее, я это раскладываю на картах, и получается очень интересные ответы. Я с вами прощаюсь до следующего расклада. Всего вам доброго.